Привет всем! Недавно Тэхён посетил мероприятие от Free the Soul, и первое, что он сказал, было то, что у Чонгука день рождения. Он не говорил о себе или о том, что происходило на выставке, он просто попросил людей подумать о Чонгуке и поздравить его с днем рождения. Его слова были краткими, но очень ясными. В разгар важного события Тэхён хотел поставить Чонгука в центр внимания. Для многих это был простой способ показать, насколько важен Чонгук в его жизни. Этот жест перекликался с тем, что уже поняли подписчики Тэхёна. Эти двое часто показывают свою близость через мелкие детали, но в конечном итоге они раскрывают гораздо больше, чем просто слово. Прекрасным примером было живое выступление, где их видели вместе обедающими. За ними не было камер или профессиональной съемочной группы, только они со своими телефонами, болтающие и смеющиеся, как люди, хорошо проводящие время с кем-то близким. Больше всего внимания всех привлекли их взгляды. Тэхён не мог отвести глаз от Чонгука, и то, как он смотрел на него, было настолько очевидно, что фанаты не могли перестать комментировать это. Живое выступление казалось еще более значимым, потому что оно совпало с днем рождения Чонгука. Видя их вместе, празднующих просто и искренне, чувствуешь, что они стали свидетелями очень интимного момента. Все совсем не сложно, два человека проводят время, смеются и наслаждаются обществом друг друга. Но именно в этом и заключается магия, в повседневности. Музыка также является частью этой истории. Тэхён посвятил Чонгуку несколько песен, и этот выбор всегда оставляет особое впечатление. Дело не только в пении, дело в передаче послания. Для тех, кто внимательно следит за творчеством Тэхёна, песни звучат по-другому, потому что они знают, кому они адресованы, и хотя они не выражены напрямую, чувство ощутимо. Вот почему многие убеждены, что то, что объединяет Тэхёна и Чонгука, реально, стоит лишь увидеть, как они ведут себя вместе, как смотрят друг на друга, как разговаривают, как подыгрывают друг другу. Все это создает образ, не оставляющий сомнений в их значимости друг для друга. Конечно, не все воспринимают это одинаково, одни радуются каждому проявлению привязанности и трогаются от каждого жеста Тэхёна, в то время как другие реагируют с дискомфортом или даже отторжением. Но, несмотря на эти мнения, правда в том, что Тэхён и Чонгук продолжают оставаться такими, какие они есть, не пытаясь скрыть свою близость. Именно это делает их такими особенными для тех, кто следит за ними, им не нужны громкие слова или заготовленные жесты. Именно мелочи производят наибольшее впечатление. Цитата на важном мероприятии, живое выступление с общим смехом, песня, которая обретает новый смысл. Именно в таких ситуациях их связь ощущается сильнее всего. И хотя мнения могут различаться, одно неоспоримо – отношения Тэхёна и Чонгука продолжают развиваться и развиваться. Кто-то может назвать это дружбой, кто-то чем-то большим, но то, что они демонстрируют, это искренность, и именно это больше всего привлекает тех, кто следит за их историей. Недавний инцидент, встревоживший многих поклонников Чонгука, произошел вечером 30 августа, около 23 часа 20 минут. По сообщениям корейской прессы, 40-летняя женщина воспользовалась тем, что машина въезжала на парковку дома Чонгука, чтобы подкрасться к нему сзади и въехать прямо в гараж. Камеры видеонаблюдения засняли весь инцидент, что позволило полиции немедленно вмешаться. Через несколько минут женщину арестовали, на допросе она призналась, что вошла, приняв дом за дом друга. Ее показания были бессвязными и неубедительными, было ясно, что ее истинным намерением было проникнуть в дом Чонгука без разрешения. Этот случай вызывает особую тревогу, поскольку это не первый подобный случай. Всего несколько месяцев назад, в июне, кто-то другой также пытался проникнуть к дому Чонгука. Этот инцидент возмутил фанатов, они посчитали, что границы постоянно нарушаются, что нарушает душевное спокойствие певца. Проблема не только юридическая, но и личная. Чонгук, как и любой другой человек, должен возвращаться домой и чувствовать себя в безопасности. После дня, проведенного в окружении камер, съемок и работы, он естественно ожидает, что его дом станет местом отдыха и спокойствия. Кто-то, пытавшийся проникнуть на частную территорию, нарушил эти основополагающие принципы безопасности, что вызвало бурную реакцию.
Поклонники выразили свое возмущение в социальных сетях не только из-за риска, связанного с вторжением, но и потому, что это показало, как сложно сохранять конфиденциальность, когда кто-то настолько знаменит. Многие помнят, что Чингук, Тэхён и другие участники группы проводят много времени на публике, на концертах, в эфирах и даже в непринужденных моментах в прямом эфире. Однако это общее пространство не означает, что кто-то может вторгаться в границы их личной жизни. Работа полиции была ключевой, свидетелей на момент вторжения не было, но камеры сделали свое дело. Благодаря видеозаписи женщину быстро опознали и арестовали, прежде чем инцидент перерос во что-то более серьезное. Теперь ей предъявлены обвинения в краже со взломом, преступлении, которое в Корее влечет за собой серьезные последствия. Помимо самого инцидента, произошедшее открывает окно в то, как мы восхищаемся артистом. Поддерживать чью-то карьеру означает поддерживать чьи-то проекты, наслаждаться их музыкой и отмечать их достижения. Однако вторжение в личное пространство приводит к обратному эффекту, оно подвергает человека риску и демонстрирует неуважение. В случае с поклонниками Тэхёна дискомфорт еще более ощутим, ведь Чингука в такой ситуации вызывает тревогу, ведь они с Тэхёном делились такими интимными моментами со своими поклонниками. От прямых трансляций до подробностей концертов и интервью, любой надеется, что за пределами этих пространств их заветная частная жизнь будет уважаться. Власти продолжают расследование и усиливают меры безопасности, тем временем поклонники продолжают оказывать свою поддержку правильным образом, помня, что уважение – это основа заботы о тех, кем они восхищаются. Этот случай также подчеркивает, что независимо от славы, каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя комфортно в своем доме. За годы накопилось множество видео с Тэхёном и Чингуком, в каждом кадре прослеживается повторяющаяся закономерность, которая бросается в глаза любому, кто внимательно следит за жизнью Тэхёна. Это не что-то запланированное или мимолетное, скорее это динамика, текущая между ними. Они словно связаны невидимой нитью, которая заставляет их быть внимательными к каждому движению друг друга, независимо от того, окружены ли они людьми или камера направлена прямо на них. В такие моменты мир словно исчезает, и остаются только Тэхён и Чингук. Когда один поднимает руку, другой немедленно отвечает, когда один делает шаг вперед, другой следует за ним, не задумываясь. Нет никаких видимых знаков или слов, чтобы указать на это, но их слаженность говорит сама за себя. Для многих это как наблюдать за безмольным танцем, состоящим из спонтанных жестов, которые возникают без усилий. Музыка также становится пространством, где эта связь становится ощутимой. Несколько раз Тэхён выбирает песни, которые посвящает непосредственно Чингуку. Этот выбор не остается незамеченным, потому что фанаты знают, как распознать, когда выступление имеет особый смысл. Дело не только в хорошем пении или технике исполнения, речь идет о передаче послания. Когда Тэхён смотрит на Чингука во время пения или называет его имя, представляя песню, эти моменты приобретают иной смысл. Для тех, кто следит за Тэхёном, эти песни воспринимаются по-другому, потому что они знают, что несут в себе личный смысл. И хотя они не выражены словами, чувства очевидны. С каждым совместным выступлением язык тела между ними меняется, речь идет не только о том, чтобы быть рядом друг с другом на сцене или во время интервью. То, как они смотрят друг на друга, прикасаются друг к другу или смотрят друг другу в глаза, раскрывает нечто более глубокое. Когда Чингук наклоняется к Тэхёну, он отвечает естественно и наоборот. В их жестах чувствуется уверенность, доверие к их близости и соучастие, не требующее объяснений. Такое взаимодействие не что-то мимолетное или привычка, возникшая в одночасье, это скорее способ общения, который развился со временем. Просматривая старые видео, вы уже можете увидеть признаки этой связи, хотя, возможно, и менее очевидные. С годами эти признаки стали более очевидными и последовательными, что подтверждает мысль о том, что их слова искренни. Хорошо запомнился пример, когда во время живого выступления Чингук спонтанно подошел к Тэхёну, и Тэхён встретил его с улыбкой, которая говорила о многом. Не было слов, одного лишь короткого обмена взглядами было достаточно, чтобы передать их близость. Другой момент произошел во время прямой трансляции, когда они отдыхали вдали от сцены.
Там, во время совместного обеда, фанаты заметили, как они снимали друг друга на камеру и поддерживали одинаковую динамику жестов и взглядов, даже не находясь перед большой аудиторией.